Во время беременности родители всегда с замиранием сердца ждут то время, когда врачи определят пол ребенка. Так было всегда. Но оказывается, в Германии свой пол можно выбрать самостоятельно, еще в дошкольном возрасте. У нас вот с 2022 года, в конце 2021 года ввели закон, в концепт садика, что у нас должна состоять детская ранняя сексуализация. Это смысл того, что мы должны воспринимать ребенка уже с рождения как человека с сексуальностью, да, но не с сексуальностью о том, что мы думаем, да, вот взрослые для меня, там секс, так, что вот у ребенка есть чувства, ребенок родился в теле, это тело также чувствует, как взрослое, и они не склоняются к теме, секса, любви, но ребенок должен вырасти в таком понятии, в такой среде, что свое тело он воспринимает нормально, да, если сравню, например, с воспитанием СССР, да, раньше не было секса, раньше это все было табу, раньше это, сама понимаешь, мы как-то выросли в таком понятии, что это как-то все плохо, это стыдно, знаешь, что я имею в виду. А Германия хочет, чтобы человек вырос в таком, что все это нормально. Да, и у нас, говорю, сейчас идет такая перестановка всей системы. Может, ты ознакомлена с темой LGBTQ. Это у нас в Германии сейчас такая какая-то традиция новая. У нас сняли немецкий флаг и повешали флаг радуги. У нас это LGBTQ, это связано с этими нету одного пола или как двух полов, как мужчина и женщина, а есть. LGBTQ переводится это как лесбиянки, это геи, это бисексуалы, это трансгендеры, и Q это queer, это без пола. Если, например, у нас ставить какой-то даже ребенка я хочу в садик зарегистрировать, да, оформить в садик, у меня есть пол мужской, пол женский и пол диверс. Диверс это без пола. Да ты что? И я могу уже с ранних лет выбрать такой то есть ты беспольного ребенка, да. Что? И это, говорю, меня, например, это страшит. Я сама работаю, говорю, уже с 2015 года в этой сфере. И я не воспитатель, я занимаюсь, например, с семьями с отклонениями, с проблематичными семьями, как опека. Мы забираем детей, мы проводим с детьми, с родителями разные беседы. Я занимаюсь, например, с детьми с большими психическими отклонениями. Там очень много чем я занимаюсь. И в основном это, конечно, много семей беженцев. И когда мы начинаем приводить им в пример, да, по какой системе мы работаем, у них такие глаза, да. К примеру, на фото два публичных трансгендера, авторы книг, которые есть в каждом садике. Они проводят встречи для детей и пропагандируют свою позицию. Твое ощущение этого всего, что происходит? Негативное, конечно, ощущение, потому что, говорю, во-первых, такая реформа, мы не знаем, как работать, с чем работать, и говорю, то, что у нас и вроде Германия, но очень много мусульманских семей, как, да, например, у нас в садике можно с детьми ходить на плавание, но дети, они в переодевалке совместно, мальчики, девочки, и в мусульманских странах это не положено, да, и нам часто даже, например, отцы потом приходят в садик недовольные, говорят, что тогда ребенок не пойдет на плавание, но в тот же момент мы ограничиваем этого ребенка, да, и если у нас в системе, в нашем концепте садика стоит такой закон,
то мы должны этого ребенка с собой брать. И как бы эта мусульманская страна, этот мусульманский, вернее, отец должен подстраиваться уже под эти правила садика. Конечно, мы всегда решаем индивидуально. И чем, говорю, разжечь этот конфликт, да, или ну, чтобы это не пошло в какое-то там обострение, мы стараемся все равно идти на уступки, идти да, на предложение семей, но в тот же момент очень трудно. Я говорю, и это только плавание, а вот что дальше, да, вот, например, как книги расставлены по садику, вот где у нас читательная, да, вот зона, то я как бы первое время старалась вот эти книги как-то вот так вот осторожно убирать. У меня коллега их разложит, я старалась их как-то опять откласть и более такое что-то детское, веселое, или мои любимые книги, да, вот, например, как «Пеппи длинный чулок», вот знаешь, такое вот старое, где вот мы еще вот как-то дети выросли. Ну, а в тот же момент опять у меня коллега приходит и начинает поднимать вот такие вот темы. Но это уже, говорю, правда, такая вот пропаганда. Серьезно, да? Где ребенок должен врасти в эту тему, ребенок должен нейтрально с этим обращаться. Да, я всегда говорю, вот, например, гомофобия, да, или вот такие вот темы, это плохо, да, это не должно такого быть. Как бы всегда должен человек иметь какое-то понимание, ну, или респектировать, да, вот эти вот разные формы, там, жизни, да, что там у меня 2 отца, у меня 2 матери, у нас, как бы, говорю, в Германии это все вот так вот нормально, но в тот же момент я этого боюсь, и мне это неприятно. То есть, получается, если 2 отца или 2 матери, получается, ребенок впитает точно такие же формы поведения, правильно? Не обязательно. Я скажу так, да, у нас, например, вот как я тебе говорила, у меня бывший коллега, он женат или замужем, да, вот, ну, они, говорю, гомосексуалисты, и они взяли с приюта себе мальчика и воспитывают его. И они как бы воспитывают его более так... Он может делать, что хочет, да, вот как-то, ну, все равно где-то в каких-то рамках, да, но я имею в виду, что это не так, что они там воспитывают его только по своим качествам, но в тот же момент он его воспитывает, что, например, все может быть, что ты хочешь, да, нету никаких границ, нету никаких преград, и ты должен воспринимать вот любого человека таким, какой он есть. Говорю, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, то, что вот это моя обязанность, например, в садике вот это вот, как бы пропагандировать, да, проводить, вот это воспитывать, вот этого вот я скажу так, если ко мне ребенок подходит с этим вопросом, я на него отвечу, я ему попытаюсь с моей точки зрения это как-то объяснить и сказать, да, это нормально, мы не имеем права обсуждать или как-то запрещать, или, да, вот, ну, а с другой стороны, это зависит от самого себя, да, как ты с этой темой, например, обращаешься. Ну, и в тот же момент у меня это свыше дано, что мне надо по таким схемам работать, мне надо, даже если у детей этих вопросов нету, мне эту тему надо поставить под вопрос. Ну, как бы где-то интерес у ребенка проявить, ну, или как. Да. И вот мне, конечно... страшно. Да, Страшно. Потому что, говорю, я не то, что там против, да, вот каждый хочет, как живет, так и пусть живет. Но у нас, например, в садике мой замдиректора, он замужем, женат, на ком? На нем, на своем муже, на своем, ну вот, он же гомосексуалист, вот, и я как бы, ну скажу, не против, да, он может жить и любить кого хочет. Вот, и они установили, получается, ну или как, нет, не установили, они взяли под опеку мальчика здесь дома, и вот, они его как бы воспитывают, но более нейтрально, как-то без каких-то вот границ, без каких-то, ну, ограничений, да, ну, как, все равно есть какие-то рамки, но я имею в виду, что там, ну, ты как бы... Как это сказать-то? Ну вот нету такого вот что-то типичного, да, что вот мы вот гомосексуалисты, и вот ребенок должен в такой среде воспитываться. Нет. Они как бы к этому относятся так более
скромно, да, у тебя есть двое отцов, 2 папы, но как бы это в семье так, по-моему, насколько я вот вижу, знаю, не превозносится, да, что вот у нас есть такая форма, есть разные, да, вот если у ребенка 2 мамы, есть 2 папы, есть, например, мама и папа, и у папы там столько-то детей, у мамы столько-то детей, вот они сошлись, как patchwork фамилия называется. Есть мама только с детьми, есть только папа с детьми. Ну, как бы, да, разные формы, как и всем понятно. Я говорю, так они не воспитывают ребенка, что вот ты должен потом, когда вырастешь, там, быть гомосексуалистом, такого, конечно, да? нет. А вот смотри, а вот, допустим, если замдиректора тоже, скажем, представитель сексуальных меньшинств, у него не возникнет желания там как-то поиграться с детками, ну, в сексуальном плане, нет? Ну, это, думаю, нет. Ну, такое, говорю, что... Видишь, я говорю, они в садиках живут как бы с этой темой вот так, ну, вот обычно, да, как бы, ну, и стараются там, как я, например, рассказывала про этого мальчика, что вот он раз и стоит тебе в 8 часов утра в этой юбке, и все такие, вау, Люка, ты пришел в юбке, как это здорово. И я просто смотрю на это все, ну, как бы, ну... Прям вот так вот. Ну, вот так, думаю, да. Или на следующий день он, говорю, пришел тут с заколочками, с вот этими бабочками, вот это все. А потом, он, говорю, пару дней он пришел с накрашенными руками, и как бы, ну, делайте как бы что хотите, да, но зачем вот этим вот так вот восхищаться, что другой мальчик стоит и может даже думать, а что со мной не так, да, почему у меня не... Значит, я тоже, может, захочу завтра прийти в юбке, чтобы вот воспитатели вот так же восхитились передо мной, но как бы я стараюсь к этому всему так относиться немножко с осторожностью, так немножко отдаленно, ну, не обращать на это внимания, не делать на этом акцент, да, что вау. Там я могу сказать, о, Люка, у тебя там сегодня какая-то бабочка на голове, а почему ты решил ее надеть? Ага. И вот он потом начинает мне, например, отвечать на вопросы, да, или почему, ну, потому что, например, у него старшая сестра, 6 лет, она в школу собирается, например, да, и делает себе разные вот, ну, прически, и мама ей помогает. Значит, если, может, у него как бы не хватает внимания утром матери, и он тоже захотел, ну, это мое такое предположение, да, а так он ответить не может, да, ну, я говорю, в этой юбке это для меня просто было такое, а что ты надел юбку, ну, почему ты это сделал, да, ну, как, что тебя вот в этом привлекло? Да. Он говорит, да, потому что мне так удобнее, мне там ничего, ну, не тянет, он любит на полу кувыркаться, играться, и, конечно, в юбке это удобно, то, что штаны там, они задираются, не переворачиваются, ну, вот, например, такие объяснения. Но, говорю, а в тот же момент у меня коллега стоит и восхищается, как это здорово, ну. Это просто надо узнать причину, зачем ты это сделал, зачем ты надел, зачем ты пришел, ну, как бы, или также ногти накрашены, да, вот у меня маникюр, и дети знают, что я его делаю сама, и они вот, например, сидят со мной, и вот всегда вот они пытаются мне что-то посмотреть, или какие у меня наклейки, и сидят, например, тоже разукрашивают ногти, ну, девочки в основном. Это же, говорю, тоже как-то, ну, отражается на них. И в тот же момент, когда вот этот мальчик пришел с накрашенными руками, я его спросила, говорю, а зачем ты накрасил ногти? Он говорит, у меня мама была на педикюре, мне просто тоже накрасили. Ну, а в другой момент у меня коллега этим восхищается, как это здорово. Ну, когда я говорю, ну, окей, говорю, ну... Я, например, своему сыну не крашу, но я как бы вот ему стараюсь со своего проектировать, да, со своего окружения или со своей жизни. Почему я так не делаю у своего ребенка? Потому что мои дети как бы с садика, они ознакомлены с моей семьей. И как бы они знают. Но все равно, говорю, конечно, это очень такая, говорю, тема. Да, серьезная тема. И, то есть, получается, вспомнила одну историю. Я работала в одном салоне, давно это было, и там, значит, у нас был молодой человек, парикмахер, он был вот голубой. И вот он говорил, что меня мама с детства наряжала в платьице, мама хотела дочку, а получился я. И вот ко мне относились как к девочке, и вот он вырос... Да, в такой вот... То есть он вот... Ну, опять же, может, говорю, это какая-то, вот именно говорю, да, внушали тебе какая-то
ну, не то что раздвоение личности, но какая-то, говорю, какое-то психическое отклонение, потому что тебя как бы вжили в эту роль. Да, вжили. Да, вот. И А вот ты сказала несколько слов о психическом состоянии детей. Вот какое состояние детей? разное. Я говорю, так как у нас, говорю, в Германии есть, особенно после коронабесии, да, вот очень много вот травмированных или как, ну, детей в связи с том, да, что у нас, например, закрывали садик на долгое время, и у нас, говорю, много беженцев, много, не так вот, да, что вот у нас, например, там русские, да, и там, или немцы, у нас там просто, опять же, окрошка в садиках, потому что там у нас столько много наций, и каждый ребенок, конечно, индивидуален, и каждому нужен свой подход. Но это даже и в России, так если чисто русские дети, да, но я имею в виду в том, что надо же еще и знать про культуру, надо же еще и знать, как в семье относятся к каким-то темам, да, и каждый ребенок как бы, ну, я скажу так, что у нас все с каждым годом все больше и больше детей с разными отклонениями и отсталости в развитии. Германия. В Германии, да. Ну, я думаю, вот как на ваш взгляд, куда мы движемся? Вот куда Германия движется с таким вот подходом к жизни? Ну, не в хорошую сторону, это однозначно. Вот у нас, например, сейчас будет решаться, опять же, вопрос с нашим канцлером Шольцем, да. Он, скорее всего, уйдет преждевременно, ну, раньше времени. И я надеюсь, что какая-то будет, говорю, все равно эвалюация в этой всей системе. Хотя я говорю, что-то изменить, мне кажется, это вот, как ты уже говоришь, да, договор с чертом или как-то с дьяволом, да. Это все уже отписано, и какой бы человек ни стал на это место, уже как бы много чего изменить не получится, потому что, как вот, например, я говорила, детская вот эта сексуализация в садике, это уже закон, это уже вышел, это каждый садик должен по этому закону работать. Как нам уже говорят, нет мужского и женского, есть там 7-8 разных полов. Да? Полов? 7-8 разных полов? Ну, как хочешь, вот хочешь ты быть лисой, ты лиса. Я говорю, вы нормальные люди. Ну, слушайте, ну, я вот думаю, вот это все и есть от дьявола. У нас, я иду за хлебом и встречаю мужика в розовой юбке, вот в таких вот черных сапогах с 2 косичками, 70-летнего. Вот такой, я тебе проскидываю просто фотографию, видео, это в Германии нормально, это в Германии вполне нормально. В Германии, например, это рай для педофилов, у нас нет столько ограничений, скажем, или такие штрафы, вот как раньше были. И сейчас Германия говорит, педофилия это же не болезнь, педофилия это не отклонение, это такой вот образ жизни. Я с этим вообще не согласна. Вы знаете, человечество можно уничтожать бомбами, а можно выбрать и другой путь. Это подмена ценностей. Где я говорю, это важно понять, что как вот ребенок родился, что мы должны его воспринимать с его всей сексуальностью. И также я опять говорю, это не сексуальность, как мы взрослые к этому относимся, а вот детская, да? Что, например, ты девочка, не надо раздеваться, вот, да, вот где-то вот такие вот все равно темы табу ей, ну или также мальчику. А если я говорю, вот, например, в 3-4 года у ребенка открывается интерес к телу, да, вот, трогать, чувствовать, может где-то что-то вводить. И это даже моя работа объяснить ребенку, насколько это может быть опасно или в каких рамках он может этим заниматься. Вот, например, у меня сейчас 2-летний ребенок, и если я снимаю ему подгузник, да, и вот он сидит, например, себя трогает, вот, да, это нормально, он узнает свое тело. А вот рядом сидит бабушка и говорит, не трогай писюн, не тяни. Ну, зачем она это ему говорит? Почему он не может узнать свое тело? У него же нету мыслей, как у нас, там, взрослых, да, вот, это, конечно, если я бы сейчас села и начала бы себя трогать, это было бы уже другое, чем это делает ребенок. А если, скажем, в доме запрещают ему этим заниматься, то он будет приходить с этой темой в садик. И сейчас, например, в Берлине ввели первый сад, как бы сад, я не могу это, конечно, по-русски так перевести, но как бы сад лесбиянок и
как это, Гомосексуалист. гомосексуалистов. Да, вот это может каждый любой посмотреть такую программу в Германии вообще. То есть есть садик только для девочек и для мальчиков? Да? Нет, это такой, там просто вот такой вот салат. Там еще, знаешь, главный садик построили, вели, но еще не разобрались вообще в этом всем концепте. Короче, это просто-напросто катастрофа. Я всегда говорю, окрошка, потому что это вот это все перемешано, и не поймешь вообще, к чему это стремится. Да? Сейчас у нас в теме такое, что надо создавать в садиках специальный, скажем, уголочек, специальную комнату для развивания сексуального воспитания для детей, где дети могут мастурбировать. Вот это правда, вот так, да? Да. Я говорю, вот это То есть вот... будет отдельная комната для мастурбации детской, Да. да? Ну, не в том смысле, как мы, конечно, это вот взрослые, да, вот думаем или да, понимаем, где он может, например, раздеваться, себя щупать, посмотреть на других, показать себя. И это все, это только в Германии или в других странах? В других странах тоже это есть, но Тоже, это да? все более такое европейское. Да. Европейское. Оно уже Наверное, начинает. Ну, хотя, говорю, вот, например, как Италия, вот, да, вот такое вот еще Чехия, Польша, это, конечно, все такое еще на расстоянии где-то там. А вот в Англии, например, это уже в порядке вещей, да, у них вот это LGBTQ тоже очень-очень развито. в Англии, да? Да, у нас вот идут протесты, там и такие гештальты идут, которые ты просто закрываешь глаза, там, мазохисты переодеты в собаку, тут даже идет девочка в этой розовой юбочке, ну это просто, говорю, катастрофа, что происходит у нас, и вот этого я боюсь, и я не хочу, чтобы у меня дети выросли в такой среде. Это жесть. Это просто жесть, я говорю, это даже вот сейчас твоим даже видео не описать, на эту тему можно разговаривать. И вообще, на мой взгляд, мы стремимся очень часто к тому, от чего нужно бежать. Бежать не оглядываясь. И мы можем выиграть только в одном случае, если мы вернемся назад к истокам, к природе, к духовности, к человечности. Только там наша сила. Во всех остальных случаях нас ждет поражение. Я желаю вам добра. Любите своих детей, и да будет вам счастье.